Добрый день! Вы находитесь на моем канале Татьяна Мин, Красота Таро. И это расклад для знака зодиака Овен. Что ждет Овнов в апреле 2024 года? Я поздравляю всех Овнов с днем рождения. Это ваш месяц, и будет очень много астрологических событий, в том числе затмение Солнца. Поэтому давайте посмотрим, что карты скажут для вас на апрель 2024 года. Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. Я астролог и таролог, и поэтому рассматриваю карты по моему астрологическому методу. Итак, первая карта – Король Кубков. Если вы находитесь в поиске ваших отношений или каким-то образом вам важен ваш партнер в данный момент времени, да, то, скорее всего, вас ожидает счастье в любви, вас ожидают новые встречи, может быть, какие-то контакты. И один из таких людей в вашей жизни в апреле сыграет важную роль. И это Кубковый король. Это мужчина, не обязательно это ваш любимый мужчина или возлюбленный. Это может быть друг, родственник, коллега по работе. Этот человек обладает качествами знака зодиака водной стихии. То есть он может быть рыбом, под знаком рыбы может быть рожден, либо у него может быть Солнце, Луна в знаке зодиака Рак или Скорпион. Ну, то есть знак воды. Это дипломатичный человек. Конечно, в плохом варианте это люди, которые любят уходить в мир грез, например, с помощью каких-то алкогольных средств или наркотического опьянения, да, и так далее. Может быть, вы попадете в такую компанию, а в хорошем, в нормальном, в гармоничном варианте это, конечно, творчество, любовь, это любящий мужчина в вашей жизни. Либо, если вы мужчина и смотрите этот расклад, то, скорее всего, у вас будет очень большое творческое вдохновение в апреле, и вам захочется что-то сделать, чего вы раньше не делали, либо начать, либо вы будете очень влюблены. Но обо всем нам расскажут еще другие карты, что здесь может быть в отношениях или в работе. Очень хорошая, на мой взгляд, карта пентаклевая выходит в секторе денег, поэтому, скорее всего, с деньгами у Овнов не будет проблем. Вы сможете даже получать какой-то доход. Вы видите, здесь на карте собирают виноград. Виноград вообще сам по себе символ денег. Карта восьмерка пентаклей тоже. Поэтому, скорее всего, что многие Овны в апреле могут ждать поступления, может быть, новые работы, проекты, клиенты, какие-то доходы. Если же деньгами, не всегда это связано, может быть, с деньгами, то тогда вы просто будете чувствовать себя комфортно. Может быть, кто-то будет заниматься сельскохозяйственными какими-то работами, работать на своем участке, или работа у вас будет в сфере выращивания каких-то растений, винодельческое какое-то заведение, да, и все, что с этим связано, все будет благоприятно в этом ключе. Ну и прибыль любого рода. Карта Маг на оси 3-9 сектор, конечно, может указывать на то, что многие Овны могут много общаться, и это общение как-то очень тоже будет влиять на вашу дальнейшую жизнь, на ваши мысли, на ваши дела, поступки, потому что карта Маг – это старший аркан, и, соответственно, здесь кто-то будет оказывать влияние либо на ваше сознание, либо вами как-то манипулировать, либо вы сами этот маг, который манипулирует другими людьми. Не очень свойственно для Овнов такая тема, потому что чаще всего Овны прямолинейные, просты, искренне,
Но маг — это совсем другой уровень общения. Поэтому будьте осторожны. Здесь у нас уже выходил король водной стихии. Вместе с магом две эти карты могут означать обман, манипуляцию, человек, который сильнее вас ментально и который может незаметно даже для вас каким-то образом настраивать вас на свою волну. Но, естественно, вы можете повернуть эти энергии в плюс, когда вы воспользуетесь какими-то хитростями, какими-то связями с высокопоставленными людьми или просто связи, да, любые, и используйте это для себя. Может быть, кто-то здесь будет иметь какую-то связь за границей, даже с эмиграцией, далекие страны. Может быть, вы начнете медитировать, либо это какой-то гипноз, что-то эзотерическое. Тоже будет очень актуальная тема для многих овнов. Еще одна прекрасная карта — королева жезлов. И, скорее всего, вы захотите что-то обновить в том месте, где вы живете. Может быть, новый ремонт, новые какие-то покупки, генеральная уборка. Может быть, конечно, и какая-то королева, женщина приедет к вам, будет гостить у вас. Вы активно можете принимать дома у себя гостей, либо дома, может быть, заниматься будете какими-то даже упражнениями физическими, да, потому что жезлы — это какая-то активность. Может быть, опять же, дома вы что-то выращиваете и из дома даже работаете, либо какое-то ваше хобби приносит вам доход, и либо работа у вас на дому, может быть, либо бизнес, связанный с недвижимостью. Тоже очень актуально для овнов. И эта женщина еще может означать вашу начальницу, допустим, по работе, какую-то вышестоящую женщину, вашу маму, с которой тоже у вас будут какие-то активные дела, семейные, может быть, встреча с какими-то родственниками. И здесь вы будете такой хозяйкой, либо какая-то хозяйка будет принимать вас у себя. Карта Луна, еще один старший аркан, 5-й, 11-й сектор. И здесь, если вы сейчас находитесь в очень счастливых, радостных энергиях, гармоничных, то, может быть, исполнится какая-то ваша мечта, либо у вашего ребенка исполнится какая-то мечта, потому что это сектор детей. Может быть, кто-то узнает о беременности. Опять же, это какое-то творчество, такое, которое идет из глубины души. И здесь у нас уже были водные карты и карта маг, но это благоприятно, я считаю. Главное не уходить здесь в какие-то страхи, подозрения, волнение, чрезмерная тревожность. За своих детей, может быть, вы очень тревожитесь, либо за какие-то ваши бизнес-проекты. По Луне вы можете очень многого добиться, стоит лишь оградить себя от негатива, да, и включиться в более радостный поток. И тогда у вас все вот эти мощные карты, они смогут, конечно, работать на вас. И здесь у вас будет поддержка, и интуитивно вы как-то будете открывать нужные двери, и люди к вам будут приходить, какие-то советы вам могут даваться, вдохновение какое-то особое может у вас быть. Может быть, дети вам будут помогать, и как-то вы почувствуете что-то очень внутри себя, вот то, чем вы хотите дальше заниматься, или куда вам стоит дальше направляться. Может быть, вы здесь, у вас какое-то новое хобби может появиться, которое будет связано с интуицией, причем это хобби может быть и такое творческое, и эзотерическое даже у кого-то. 6-12 сектор, один из главных секторов, на мой взгляд, и здесь карта башня. Что-то плохое навсегда уходит от вас, разрушается. Какие-то секреты, ситуации, которые тянулись давно, может быть, это отношения, они разрушаются, но это необходимо, это как бы ваш жизненный цикл. По 12 сектор – это сектор потери. И вообще вот эта ось, 6-12 дом, это ось перемен, ось рождения, да, нового рождения. Поэтому
Например, если вы были в декрете, то здесь у вас может появиться ребенок, или, например, у вас тянулось какое-то заболевание, вы себя не очень важно чувствовали. Здесь опять по карте башня вы можете избавиться от этого процесса. Может быть, у вас какие-то люди токсичные или какая-то обстановка не очень благоприятная была вокруг вас. Карта башня разрушает все вот эти негативные установки. Даже если, может быть, они не казались вам такими негативными, но пришлось время от чего-то вам избавиться, отказаться, обновиться. И, кстати, на оси Овен весы начинаются затмения, они уже в марте начались, и 8 апреля будет еще одно затмение уже в знаке зодиака Овен, поэтому, конечно, перемены могут быть. И хотите того вы этого или нет, но что-то здесь в вашей жизни вынуждены, если вы сами не захотите, то вынуждены будете изменить. Что здесь самое главное? Это распорядок дня, правильное питание, отказ от каких-то вредных привычек, может быть, от какой-то зависимости, да. Ну и просто вот атмосферу, надо сменить атмосферу и образ жизни. Кому-то это очень круто надо сделать, а кому-то что-то подкорректировать. Возьмем советы для вас, собраны из колоды Астрокоды. Это астрологическая колода. Итак, как овнам прожить лучше следующий месяц? Какой совет карты дадут? Карта диссидента. Эта карта означает человека, с которым у вас есть какие-то дела, договорные отношения. Это может быть ваш партнер по браку, какой-то близкий человек, любой человек, с которым вы имеете какие-то повседневные, любые дела. Это могут быть и несколько даже людей, но в основном один. То есть вам стоит обратить внимание на вашего партнера, на вашу партнерскую жизнь, на то, как вы общаетесь с другими людьми, на то, что эти люди отражают вас, потому что напротив диссидента стоит асцендент, да, карта вас. И здесь у нас в 7 секторе выходил кубковый король, поэтому, может быть, действительно у многих овнов начнутся какие-то новые отношения, либо новый этап в отношениях, либо даже вы решите пожениться. Но здесь у нас в секторе статуса королева, но почему бы и нет? Может быть такое. По магу могут овны что-то менять со своими документами очень серьезно. Да, поэтому некоторые из овнов могут даже решаться на перемену статуса. Что еще карты скажут? Так. Кстати, вот эта карта, которая говорит нам о солнечном параде планет, да, и как раз парад планет будет складываться уже с конца апреля. И для вас это тоже очень важно, потому что затрагивается ваш второй сектор денежный. Поэтому, скорее всего, многие овны решатся на какие-то дорогостоящие покупки, повысится ваша самооценка, повысится ваш энергетический статус. Может быть, у многих благодаря партнеру, потому что здесь у нас еще и партнер выходит. И еще раз 7 сектор. Второй сектор. Опять же, второй сектор – это сектор денег. Здесь даже нарисованы деньги. Поэтому какие-то новые ресурсы идут в вашу жизнь. И совет от карт – это, конечно, их принять. Не бояться больших сумм денег, не бояться, может быть, новой работы, не бояться идти на какой-то риск умеренный, не бояться делиться каким-то имуществом, возможно, да, для того, чтобы приумножить свой капитал. В общем, здесь какие-то дела финансовые у многих овнов действительно могут уже начаться в апреле. Ну, на мой взгляд, прекрасный расклад. Овны, желаю вам счастья, еще раз днем рождения вас всех. Апрель будет иметь очень много небесных аспектов. Планеты делают очень много аспектов. Поэтому это такой
интересный месяц, вы не будете скучать определенно. Напишите в комментариях, что у вас было в апреле. Спасибо за просмотр, за подписку. И до встречи на моих новых видео. С вами была Татьяна Мин. Всем пока!